и еще в 33 страны. Мы доставим и передадим посылки в руки ваших близких, а также можем забрать почтовые отправления прямо от вашего дома. Если хотите быть ближе к своим родным, звоните нам. 253 210 10 90. 253 210 10 90. Какую работу вы могли бы назвать работой мечты? Важно быть уверенным в своевременной оплате труда, знать, что гарантированно получите сумму, на которую рассчитываете, не отрываться надолго от дома, вечера и выходные проводить с родными. West Coast Services – это возможность зарабатывать хорошие деньги и уделять время семье. Сейчас компания ищет надежных CDL-драйвер, Owner-Operators и диспетчеров. Осуществляем грузоперевозки по штатам Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо, Юта. Запишите номер 971 864 87 28 и оцените наше предложение. Вы можете устроиться на полный и неполный рабочий день. Получаете оплату каждые 2 недели. Вам не приходится жить в траке, колеся по всем штатам без передышки. Вы работаете по месту, и у вас есть законные выходные. Это реальное предложение от West Coast Services. Заинтересовались? Набирайте 971 864 8728. West Coast Services действует в интересах своих сотрудников. Все вкусное рядом. Новый магазин европейских продуктов открылся в Ванкувере. Заходите к нам на Highway 503 возле стоянки для траков All in Homes рядом с магазином Goodwill и попробуйте удовольствие на вкус. Разнообразный выбор европейских продуктов из Нью-Йорка, прохладительные напитки и вкуснейшая выпечка. Владельцы магазина Людмила и Петр Сербинович знают, что предложить гурманам. Магазин в Ванкувере, Highway 503 возле стоянки для траков All in Homes рядом с магазином Goodwill, ваш главный поставщик вкусных продуктов. Думаете об автомобиле Toyota? А ребята из автодилерской Gresham Toyota думают о вас. Обращайтесь к нам для приобретения новых и бывших в употреблении автомобилей Toyota. Надежность и высокое качество вам обеспечено. Приветливые и квалифицированные сотрудники ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать автомобиль вашей мечты. Звоните сегодня. Павел Панченко, русскоговорящий специалист в сфере приобретения авто, поможет вам сделать правильный выбор. 360-269-5405. 360-269-5405. Автомобиль Toyota – это надежность, качество и гарантия. Мы находимся по адресу 950 North-East Hogan Drive в Грэшеме. Настройтесь на позитив. Сбросьте лишние годы. Избавьтесь от мимических морщин. Смело идите на свидание. Устройте себе шикарную фотосессию. Создавайте новый имидж. Преуспевайте. Как сделать все и сразу? Элементарно. Обращайтесь в Славик Фэмили Dental Care. Звоните 503-788-0405. Доктор Донцова откроет для вас новые возможности косметологии и эстетической медицины. При помощи инъекций ботокса можно не только повернуть время вспять, смоделировать новую внешность, создать мимику позитивного настроения, но и избавиться от хронических головных болей, мигрений и не только. Такой эффект доказан специалистами. Измените жизнь к лучшему уже сегодня. Славик Фэмили Dental Care. 503-788-0405. Коллеги-тракисты, а также их супруги. Не пропустите важную информацию. Траковая компания в связи с расширением автопарка ищет ответственных сотрудников для работы на свежих траках. Хотите уверенно смотреть в завтрашний день, получать достойную зарплату, чувствовать поддержку опытных сотрудников фирмы, работать с профессиональными диспетчерами? Если вы ответили «да» на все вопросы, набирайте 503-453-7600. Наша компания – это то, что вам нужно. Ну, граждане, украинцы, грузины, россияне, кто хочет отправить машину на родину? Я. Звони 253-383-0771. На Украину? Я. Звони 253-383-0771. В Грузию? Я. Звони 253-383-0771. В Россию? Я. Звони 253-383-0771. А машину купить поможете? Да. Звони 253-383-0771. А растаможить? Да. Звони 253-383-0771. Если вы хотите отправить машину,
лодку, мотоцикл, трактор, любое транспортное средство в любом направлении, Pacific Atlantic Express, компания с 27-летним опытом, вам поможет. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Звоните 253-383-0771. Фестиваль «Вишневый сад» представляет после аншлага в Нью-Йорке легендарный актер и режиссер, неповторимый Константин Райкин приезжает в Сиэтл с моноспектаклем «Над балаганом неба» 14 апреля на сцене Edmonds Center for the Arts. Билеты во всех театральных кассах по телефону 425-34-32-31 и на сайтах cherryorchardfestival.org и edmondscenterforthearts.org. Константин Райкин. Только один спектакль в Сиэтле. Не пропустите. Если дом купить хотите, вы Владимиру звоните. Если дом продать хотите, вы Владимиру звоните. Да-да, тот самый Владимир, риэлтор, которого знают все. Более 20 лет помогает покупать и продавать недвижимость в Орегоне. Звоните 503-740-9777. 503-740-9777. Внимание! Редакция медиахолдинга Славик Фэмили не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Вот так всегда. На самом интересном месте. Реклама на радио Славик Фэмили. Журнал «Афиша» – путеводитель и помощник славянской общины в штатах Орегон и Вашингтон. С давних пор горячие источники и минеральная вода известны своими целебными свойствами. Их благотворное влияние на организм человека использовали лекари во все времена. Carson Hot Springs Golf Spa and Spa Resort приглашает вас отдохнуть в отеле с бассейном на горячих источниках с минеральной водой. Курсы на 3 или более дней санаторного лечения помогут вам не только хорошенько отдохнуть, но и поправить здоровье. Мы предоставляем полный пансион с проживанием, питанием, оздоровительными процедурами и рекомендации специалиста по здоровью. Бронируйте места по номеру 971 808 15 30. 971 808 15 30. Говорим по-русски. Внимание! Редакция медиахолдинга Славик Фэмили не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Добрый день, дорогие друзья. Добро пожаловать на нашу волну. Мы сегодня не только в прямом эфире на радио, но также нас можно смотреть на Facebook Live и участвовать в нашей программе. Как я об этом говорил вчера вечером, у нас сегодня в гостях иммиграционный адвокат, один из лучших адвокатов нашей страны. Он пришел не один, с ассистентом, поэтому я думаю, что мы сегодня будем говорить на русском и на английском. Кстати, мне было очень приятно, что вот как раз Стивен даже вначале начал со мной разговаривать на русском языке, то есть он уже понимает на русском языке, говорит, и это очень-очень приятно. Я хочу приветствовать наших замечательных гостей. У нас Стивен Педжон, да? Правильно? Да. И... Отлично. Отлично, спасибо. Прекрасно. И Виталий. Да, Виталий. Фамилия? Мусиенко. Мусиенко. И, дорогие, вы в хороших руках. Если вас волнуют иммиграционные вопросы, сегодня мы постараемся ответить на самые злободневные из них. И также адвокаты сегодня расскажут о том, что волнует наше население. Ну, давайте, может быть, вначале мы представимся. Расскажите, пожалуйста, о вашей иммиграционной фирме. Стивен. Да, конечно. Our firm, Stephen Pidgeon Attorney at Law, pidgeonlaw.net on the internet. We can be reached. Alla, secretariat,
speaks Russian, скажите по-русски. Виталий скажите Украине. And so the office is very good. Очень хорошо. Видите, я думаю, что вы все поняли, переводчика никакого не нужно. Видите, как хорошо. Очень важная проблема, с которой сталкивается наше население, это проблема коммуникации. Здесь вы будете поняты. И на украинской мове, на рідной украинской мове можете как раз связываться с Виталием и с Аллой на русском языке. И я сразу как раз пользуюсь случаем, чтобы сказать вам номера телефонов, по которым вы можете звонить. Это вот, в частности, телефоны 425 347 75 13. 425 347 75 13. Я его буду повторять в течение нашей программы. Ну и также вы можете найти в интернете pigeonlaw.net. pigeonlaw.net. То есть очень-очень простой адрес. Итак, дорогие друзья, давайте мы сегодня пообщаемся о иммиграционных проблемах. Мы с вами знаем, что сейчас, как вот мы правильно подметили перед началом нашего вещания, стоит какой-то настоящий хаос, да, вот, Виталий, хаос, потому что, как бы, с одной стороны, старые законы работают, с другой стороны, появились какие-то новые, и очень многие люди просто очень сильно беспокоятся, потому что они получают каждый день много новой информации. Если так раньше было можно, теперь так нельзя, или наоборот, так нельзя, сейчас это можно. Ну, мы говорим просто, что иммиграционные двери плотно закрылись. И то, что 2 года назад было можно, сейчас нельзя. И даже многие судьи, они не слушают нас. Так вкратце. Да. Вот давайте мы посмотрим, с какими вопросами и с какими проблемами чаще всего вот к вам сейчас обращаются. Значит, какие вопросы к нам обращаются? Люди очень сильно интересуется, и я дам слово сначала моему боссу, адвокату Стивену, и он будет говорить, а я немножко буду переводить. Да, пожалуйста. Я есть юрист и адвокат in Washington, and I have been practicing for 25 years now, and Vitaly suggested that I should work in immigration, and it is important, очень важно, for the Slavic community, to me, for the Slavic community, to have representation. I have been working with the Slavic community. Я был в Российской Федерации 5 раз. Москва, Санкт-Петербург, Курск, Nalchik, and also Georgia, Tbilisi, Batumi, Kutaisi, etc. And the Slavic community is very important to me. Да, славянское общество очень важно для нас, и, как сказал Стивен, он 5 раз был в России, в Грузии, в других немножко странах. И так как он имеет богословское образование доктора, он очень уважаемый в нашем обществе, и он уже больше, чем 25 лет имеет опыт как адвокат. Да. What kind of questions and problems which ask you by our Slavic community people, you know? The largest problem, the biggest problem is overstaying a visa. Да, самая большая проблема у нас сейчас в обществе, что многие люди приезжают по любой визе и просто остаются. С просроченной визой, получается. Просроченной визой, да. And this becomes, it is an ongoing problem. Once it happens, it's very difficult to solve. Да, значит, когда человек не обращается к нам за помощью, и они просто остаются, после этого очень трудно им помочь. So we want to begin with, if you are a person who is here on a visa, and you know the timeline for that visa, you should consult with our office, and we can tell you what your options are to remain in the country, whether it's extending a visa or looking at a change of status or something like this, but we can properly advise you to keep you on a lawful path towards
lawful status in the United States. Да, самый главный месседж, что мы хотим сказать сегодня для нашей комьюнити или общества, чтобы если приехали к вам родственники или вы здесь по любой визе, там B1, B2 или F1 или J1 визе, пожалуйста, за 45 дней до истечения вашего lawful по-английски это I-94, ваше пребывание в стране, обратитесь к нам, чтобы мы вам дали легальный advice или совет, что дальше делать. Да, вот основная проблема, с которой сталкиваются наши слушатели, наше население, многие не понимают, что такое срок, вот срок пребывания, потому что многие смотрят в паспорт, вот здесь написано, что у нас 3 года, или там вот 5 лет в Украине сейчас дают, да, 5 лет. 10 лет. Даже 10 лет. Значит, мы можем находиться здесь 10 лет. Но на самом деле это абсолютно неправильно. Вы можете находиться здесь в стране только в течение того срока, который вам ставят на границе по прибытию. Вот где можно увидеть эту цифру, кстати? Да, вы можете увидеть печать, и любой пограничник при въезде спрашивает любого туриста или человека, какая цель. Из этого меняется цель приезда. Иногда, если это бизнес, ставится виза B1. Если это туризм или pleasure, или удовольствие, или invitation виза, то это ставится B2. Обыкновенно, если человек в предыдущих разы не нарушал пребывание, не работал подпольно, мы называем under the table, за кэш, что пограничники имеют доступ или аксесс в компьютерной системе, проверять, кто работал даже по визе туриста, то они ставят первый раз полгода. Да, 6 месяцев. Ну, и, в принципе, даже бывают случаи, когда и второй раз люди уезжали, и они видят, сколько вы пребывали. Иногда, когда вы слишком часто посещаете Соединенные Штаты, вам могут поставить и 2 недели могут поставить, и 10 дней могут поставить. Такое тоже бывало, и, тем не менее, это тот срок, который ставится непосредственно по прибытию в страну. Но бывают проблемы, когда люди, не понимая, нарушают это. Вот каковы вообще последствия могут быть вот этих неприятностей, когда они, а у меня написано вот виза на 10 лет или на 5 лет. Да, ну обыкновенно R, пишется R, это regular виза, потом B1, B2, то, что люди получают в консульстве, а при въезде уже ставится печать вверху визы, и ручкой пограничник отмечает. Поэтому я всех вдохновляю, или по-английски encourage, чтобы они всегда посмотрели печать и дата, которая поставлена лично рукой пограничника, пребывания официальное в стране. Хотя, как я говорю, с любой визы можно перейти на другую визу, не иммиграционную, или ту же самую визу, если возможно, можно продлить минимум, например, B2 визу, дважды пребывая в стране. Да, у меня такой вопрос. Если вдруг срок просрочен, можно ли что-то сделать в таком случае? Можно ли перейти на другой статус, либо продлить эту визу, либо надо срочно уезжать? Ну, это тяжелый вопрос вы задаете, потому что... Но важный вопрос. Да, важный вопрос, потому что к нам очень много людей обращаются за этим вопросом. Мы по-английски говорим, что limited. Например, если есть 8 основных путей получения грин-карты, то как человек, который уже просрочил пребывание по форме I-94, например, по визе B1 или B2, это полгода, у него остаются только, мы говорим по-английски, 2 опшена или 2 выхода, о которых мы можем поговорить немножко позже. Да, друзья, вы можете участвовать в нашем эфире, задать вот эти вопросы, которые я сегодня также задаю. Я задаю их не от своего имени, а от имени наших слушателей, которые со вчерашнего вечера к нам присылают текстовые сообщения. Наш портал, напомню, наш номер телефона 971-319-1130. Вы можете не только прислать ваши текстовые сообщения, но и по этому номеру звонить 971-319-1130. Но вот с какими вопросами вот чаще всего еще к вам обращаются, кроме как вот с визами вот этими просроченными и не очень просроченными? Ну, множество вопросов. Если я нахожусь в ожидании asylum pending, это, да, человек сам подал, например, с адвокатом, уже ожидает 4 года, соскучился с родителями, братом, сестрой. К нам обращаются, можем ли мы поехать в родную страну, назад возвратиться, или же можем ли использовать third party, да, или third country, третью страну, и через нее въехать. Я всегда говорю, мы можем заполнить на travel паспорт
да, есть процесс ожидания от 3 до 5 месяцев, мы можем заполнить, получить паспорт, и вы выйдете в третью страну или в свою страну, но мы не гарантируем, что вы вернетесь назад. Да. And if I might add, it's important to know that it's a changing sand. It's shifting sand in the immigration world. And what is happening is, with President Trump, this door is открывает. It's closing. It's closing. No. And so he says, we're going to eliminate this, we're going to eliminate that. 256,000 deportations last year, up 57%. Да, за последнее время было, больше чем почти 260 тысяч человек депортировано из нашей страны, и это на 57% инкриз или выше по сравнению с позапрошлым годом. So the community needs to know that it's becoming much, much tighter. You have to pay attention to your visa status. Поэтому наши комьюнити, как Стив говорит, должны больше фокусироваться на том, что виза статус исходит легальное пребывание в стране по форме I-94. Whereas under Ronald Reagan and even under Jimmy Carter, we had two doctrines of amnesty. And amnesty was granted for all those who had unlawful status in the United States. Amnesty is not going to happen in the next 6 years. Да, oh, really? Да, и то, что было раньше амнистия при предыдущих наших президентах, люди, которые просто оставались, мы называем по-английски overstay, или пребывание свое легальное в стране, не визы, еще раз повторяю, а I-94, или печать, которую ставит разрешение пограничник при въезде в длинной очереди в аэропорту, когда наши люди проходят паспортный контроль, то эта амнистия уже следующих 6 лет не будет работать. Да, то есть вот сейчас Стивен говорит о том, что никакой амнистии совершенно точно в течение 6 следующих лет быть не может. Многие наши иммигранты, которые находятся с документом, либо с документами в подвешенном состоянии, то есть вот с этими проблемами ничего, они не могут вот так вот теперь решиться в ближайшие несколько лет, и есть реальные угрозы к депортации, но есть адвокаты. И вы можете обратиться к Стивену, и вы можете обратиться к Виталию и к Али, которая говорит по-русски, и на украинском мове, на английском вы можете изложить все ваши вопросы напрямую в офис. Вы можете звонить в любое время. Номер телефона 425 347 75 13. 425 347 7513. Ну и также вы можете звонить в прямой эфир. Ну вот, говоря об этой проблеме, кстати говоря, я, например, знаю лично одну женщину, которая подавала на статус беженца, уже получила грин-карту, у нее уже была грин-карта, она поехала в ту страну, из которой она уехала, и при въезде у нее отобрали грин-карту, и она так ее никогда не получила, она уже уехала в Израиль, эмигрировала. То есть она ждала 15 лет и не смогла ей ничего не пришло. Вот такая серьезная ситуация. Поэтому, но бывают проблемы. Вот знаете, вот очень многие здесь в стране дожидаются решения по иммиграционному вопросу. Они подали на статус беженца, и у них там остались родители, мать, отец, братья, и случаются всякие несчастья. Например, умирает кто-то из родителей, либо находится в очень плохом состоянии, когда нужна помощь, срочная помощь, нужно приехать. Вот как быть вот в такой ситуации? Если по каким-то гуманитарным соображениям, можно ли как-то помочь? Ну, для этого есть travel паспорт, да, и аппликация на travel паспорт, что человек, когда находится, если это вопрос за asylum pending, да, человек на ожидании интервью, у него есть ELIA номер, он прошел по пальцев, есть 2 exception или 2 выхода, что иммиграционные власти USCIS, они рассматривают, но мы же всегда говорим о том, что должен быть support документ. Да, с больницы, от доктора, что человек при смерти, за ним некому ухаживать, или, например, брак близкого человека. 2 этих эксепшена, они идут к тому,
тому, что, возможно, аппликация на travel паспорт будет approval получена. Но опять же, есть период, когда 3-5 месяцев официально ждать. Есть период, когда можно expedite сделать, и только адвокат имеет право это сделать. Да, то есть, в частности, вы можете в фирме сделать как это срочно, подать срочно, и по гуманитарному соображению вы можете... То есть, просто так вы сами это не объясните. Здесь нужен адвокат. Вы сами с этим не справитесь однозначно. Ну, потому что нужно писать, кроме cover letter, нужно petition от адвоката с подписью, плюс форма 8 представительства в кейсе. Да, кстати, знаете, я знаю такой случай, когда адвокат, помогая своему клиенту, отправил огромную коробку с документами, и на почте сказали, что тебе остается только положить туда самого петиционера, самого бенефициара. Это правда, это правда. The thing is, with in representation, what we see is many of the applications with no advocate have many mistakes. Да, многие люди, которые сами подали петиции, они имеют очень много ошибок. And not only mistakes, but insufficient filing. Да, то, что они недостаточно предоставили материала, когда они подали петицию. And so something as simple as, for instance, для примера, do you speak English? Когда в аппликации написано, например, форма D-160, говорите ли вы по-английски? No. А люди отвечают нет. Did you have anyone help prepare your form? Вопрос, кто-нибудь вам помогал приготовлять эту форму? No. Они пишут нет. But your form is in English. Но форма же на английском. Denied. И консул ставит печать denied и говорит следующий. Да, вот видите, бывает такое. У нас уже вовсю звонит телефон. Давайте мы узнаем вопрос нашего слушателя. Алло, вы в прямом эфире, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Если у меня грин-карта, через сколько месяцев я могу поехать обратно в ту страну, откуда приехала, по делам семейным? Да, спасибо. Вот, то есть у вас грин-карта, и сколько должно пройти месяцев, что вы можете поехать, да, вот при наличии грин-карты? Да, я только приехала, живу здесь сейчас 3 месяца. А где вы живете? То есть вы в стране живете? Я живу сейчас в Америке 3 месяца с грин-картой. Так. Только получила грин-карту месяца 2 назад. Так, спасибо. Женщина получила грин-карту. Она хочет поехать. Когда она может поехать в страну? Если у вас есть действительный паспорт заграничной вашей страны, то это является пропуском выезда из Америки, а грин-карта нужна только для того, чтобы подтвердить, что вы являетесь жителем Америки, чтобы вернуться назад. Да, то есть вы можете, в принципе, если у вас есть грин-карта, если у вас есть паспорт той страны, то вы можете поехать в любой момент. Правильно понимаю? В любой момент. И сколько я могу пробыть там? Да, сколько она может пробыть за границей? Вот это, кстати, очень часто вопрос, который задают наши слушатели. Да, этот вопрос из формы N400, когда вы будете подавать через 4 года и 9 месяцев натурализацию, чтобы получить гражданство Америки, то в этой форме будет вопрос, пребывали ли вы вне страны больше, чем 6 месяцев. Поэтому мы не рекомендуем нашим клиентам и слушателям, которые сейчас слушают, вылетать из Америки больше, чем 6 месяцев за один раз. Вы поняли, да? То есть, в год один раз, 6 месяцев. Да, правильно. Да, то есть в год не больше 6 месяцев. Я говорю... А с перерывом можно, допустим, 3 месяца, потом позже еще 3 месяца или 2 месяца, whatever. За один год? Да. Смотрите, там опять же в форме N400 будет требование, что и вы не сможете подавать, например, на натурализацию, на гражданство по-русски, да, если вы не находитесь внутри страны Америки меньше, чем 3,5 года физически. То есть фактически из 5 лет вы должны пребывать в Америке 3,5 года физически. Вы поняли, да? То есть совокупное количество. Да, если вдруг вы не соблюдаете этот срок, то вам придется еще ждать какое-то время перед тем, как подать на гражданство.
Вот, поэтому Спасибо. Вы должны это знать. Вот, пожалуйста, дорогие друзья, вы можете участвовать в прямом эфире, задавать вопросы. Я напомню, номер нашего телефона – это 971-319-1130 и 503-238-9000. 503-238-9000. Вот я следующий хочу вопрос задать. С какими вопросами, вот, например, были вот такие сложные дела, которые казались бы просто невыполнимы, но вы все-таки справились с ними? So the question for Steven is, were there any difficult cases that seemed simply impossible, but did you manage? Yes. Да, конечно. All cases are complex. Да, все кейсы, они комплексные. Some cases have insurmountable obstacles, but they're all driven by the facts of the case. It's hard to translate a legal language. Yes, but all cases are driven by the facts. Да, вы же понимаете, что все кейсы, они основаны на фактах. Yeah, and so when each person comes into the office, we have to evaluate the facts and then emphasize those facts that are going to allow for a favorable decision. Да, вы понимаете, что мы каждый кейс или каждого человека, семью, который приходит в наш офис, мы сначала эвалюацию проходим. Да, у нас специальные интейк-формы на русском языке, которые мы задаем людям, чтобы определить, насколько серьезный кейс есть у человека. But to give you an example, in my law practice, I just succeeded in a murder trial in Okanagan County in Washington. Да, в прошлом году у нас был кейс мардер, это на убийство, криминальный кейс в Окаган районе в штате Вашингтон. My client was charged with 5 first-degree felonies. Да, клиент грозило 5 этих криминальных чаржей или статей первой степени. After a year and a half, we had all 5 of those dismissed. Да, после 1 года все эти 5 они были уничтожены. They refiled 3 second-degree charges. И 3 остальных уже понизили на 2-й степень или уровень. And a year and a half later, we got all of those dismissed. Еще немножко через время мы полностью всех убрали. But when you talk about immigration, the law is very set, and they have seen so many cases that the challengers are, you know, boom, 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 boom. Да, в иммиграционном законе немножко по-другому, потому что очень много кейсов, они по-английски pending или в ожидании в воздухе. But often we have clients come in and they'll say, okay, I need to get out of this country, whatever country it may be. And initially it may be, I want to get out. You know, я хочу, I want to get out. Да, иногда, например, на суде судья спрашивает, какую ты страну хочешь уехать? Sometimes that may be just because I like the beaches in California. Да, иногда человек говорит, мне нравятся пляжи в Калифорнии, я не хочу уезжать. But sometimes it's because they have been so persecuted in their country, they can't be there anymore. Но иногда, когда есть как ground, мы говорим, или фундамент преследования, что человек не может возвратиться в свою страну даже тогда, когда его хотят депортировать. And so we have, you know, we use intake forms. Да, поэтому мы имеем первые формы, 2 формы, это называется по-английски intake формы. And so when we initially consult with a client, we explore what happened to that client. Поэтому, да, первая консультация называется по-английски initial, первая встреча с адвокатом. Всегда мы, смотря на эти формы, можем уже определить, что предложить клиенту. Now, quite often we hear similar stories in people from Kazakhstan or Uzbekistan or Tajikistan or Kyrgyzstan, similar kinds of stories, Turkmenistan. We get different stories from Belarus. Of course, Ukraine is kind of wild stories now. And we get stories from Moldova, and we do get different information from Russia. Да, вы поймите, что люди, например, с Малой Азии, стран Малой Азии, они имеют похожие истории, особенно те, которые уверовали с мусульман в христианство, например, и хотят подать и остаться здесь, и имеют преследования, или истории, которые в Молдавии есть. Да, очень много историй с Украины люди к нам приносят, много историй с России, да, и они не похожи друг на друга. Now,
one thing that is happening now is that when a client comes in, we want to take the time to advise the client as to what we think their chances are. Да, и первое, да, что мы хотим сказать правду клиенту, какие он имеет шансы, когда мы даем консультацию. If the facts are not sufficient to rise to an asylum claim, например, если факты, которые предоставляет нам клиент, они не являются достаточными или объективными для кейса на убежище, then we will push as much as we can to get all the information. Поэтому мы немножко надавим на клиента, чтобы он получил или предоставил все возможные, как это требует закон, факты для кейса. And then we'll give our opinion. И тогда мы дадим наши советы. Because you have to keep in mind that if your asylum case is found to be frivolous. Да, вы должны понять, что если ваш кейс или дело по-русски на убежище не имеет достаточных фактов, а подработанное или поддельное, или пропечатанное, или, как это говорится в русском обществе, скопировано, 10-year ban. После этого человек получает на 10 лет бэн, он не может возвратиться в Америку. Да, и вот такие бывают проблемы. А у нас звонок от наших слушателей. Алло, вы в прямом эфире, мы слушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Да. Да. Я просто слушаю радио. Да, пожалуйста. Да, ваш вопрос. Пожалуйста, задавайте вопрос. У меня вопрос. Мы живем 20 лет в Америке. У меня сын сейчас в Сиэтле. Вот. Мы уже получили гражданство. Когда мы подавали на гражданство, он не подал. Он боялся, у него там была проблема, то, что сейчас легально травку курят, а он был задержан, арестован, там несколько дней потом его освободили. И он боится подавать, что у него проблемы, там его могут отправить обратно, там что-то такое. Что он должен делать, если он может подавать на гражданство? Вопрос понятен, да? Спасибо. Уточните, пожалуйста, в каком статусе находится сейчас ваш сын? Грин-карта. Значит, он боится подавать на гражданство, правильно? Натурализацию процесса. Боялся, да, потому что мы сколько раз... сейчас у него никаких проблем нет, это уже было лет 10 больше тому назад. То, что сейчас легально, тогда было нелегально. Он там несколько дней отсидел, его потом под залог он сидел, то есть у него была судимость, правильно я понимаю? Нет. Он просто арестован был там на несколько дней, мы его просто потом под залог, и ничего не было. Он был арестован, то есть арест был все-таки? Окей. Да, арест был, да. Пожалуйста. Все, что было в его истории, должно быть подано на форму N400. Это требование иммиграционного закона. Пример. У меня был один клиент, который 28 лет назад имел DUI, вождение в трезвом состоянии. Он решил сам без адвоката, просто взял консультацию, подавать форму N400. И когда он пришел на интервью, то вместо прохождения интервью он получил повестку в суд на removal proceeding, на депортацию. Поэтому вы должны понять, что в каждой индивидуальной ситуации вы должны консультироваться с опытным адвокатом, прийти, не пожалеть $150 на консультацию, чтобы с рекордом. Мы просим наших клиентов, чтобы они принесли весь рекорд, потому что на иммиграционную службу или иммиграционный закон все полностью аресты остаются пожизненно. Даже если ваш сын сделал expungement или стерел с лица криминального, например, лица, как мы говорим, в штате Вашингтон, в нашем, все равно этот рекорд или память остается на миграционную службу. Но слушатель боится, то есть подавать, его сын боится подавать, но можно ли сейчас подавать и указать, что происходит? Будут ли проблемы с этим? Подавать можно, на гражданство. Да, на гражданство, но нужно предоставить все certified копии, мы говорим по-английски, всех арестов, то есть пойти вернуться в корт или полицейский департамент, где было, и предоставить все документы. Но опять же, мы говорим, что лучше идти на интервью с иммиграционным адвокатом, который имеет, например, как Стивен, бэкграунд криминального адвоката и иммиграционного, который, прежде чем интервью будет ваш сын проходить, он посмотрит, какие граунд есть на депортацию или нет, что говорит сейчас закон, что говорил тогда закон, чтобы сделать последнее слово для интервью. Плюс, когда мы идем до интервью, мы пишем петицию, чтобы иммиграционный офицер рассмотрел, прежде чем ознакомился с делом. Да. Дорогие друзья, пожалуйста, звоните. Номер нашего телефона 971-319-1130. Также 503-238-9000. Напоминаю, что у нас сегодня
иммиграционная фирма в прямом эфире, Стивен и Виталий. Я напоминаю, что Стивен Педжин, он является лицензированным иммиграционным адвокатом, который практикует в штате Вашингтон. Также он лицензирован во всех судах в Вашингтоне, включая все федеральные суды, а также Supreme Court, который это является Верховным судом нашей страны. Вопрос, что касается штата Орегон. Можете ли вы помочь нашим слушателям в штате Орегон? Пожалуйста. So the question to you, Stephen, if you can help our Slavic community in Portland and state of Oregon. The answer is yes on immigration issues. Now, when it comes to statewide issues, for instance, if you have a state criminal record, this is going to take local counsel. If you have other local issues, Oregon issues, that is going to take Oregon counsel. But for federal issues in immigration, I am qualified through the DOJ, through the Department of Justice and USCIS to come and represent Oregon residents at interviews here in downtown Portland, and for purposes of limited representation, or if there is a DOJ proceeding. Да, Стив сказал, что так как он лицензированный адвокат в федеральных судах, то на миграционном уровне мы представляем наших клиентов в Орегоне, здесь на asylum интервью в даунтауне Портленда, или если это removal proceeding или защита в иммиграционном суде, то без проблем мы можем сюда приехать или прилететь. Скоро у нас уже Аляска Эрлайн будет летать прямо с Эверетта сюда к вам, Портленд, и без проблем. Если это криминальные кейсы, то лучше взять адвоката, это консул по-английски, который имеет лиценз штата Орегон, и на местном уровне решить криминальные проблемы. Дорогие друзья, вы можете обращаться в адвокатскую контору по номеру телефона 425-347-7513. Вам помогут, вы можете говорить на русском, украинском или по-английски. 425-347-7513. Какие документы надо принести на первую встречу? Значит, мы имеем специальный даже список, вот to bring the consultation, я немножко покажу для наших клиентов, вот такой мы список сделали, да. И Алла, наш легальный ассистент, она всегда по имейлу присылает каждому, кто оставит сообщение для нас, и свою электронную почту, перешлет список. Первое, что мы просим, это паспорт, это ID с его страны или driver license, сертификат о рождении. Если у вас есть грин-карта, например, принесите с собой сертификат натурализации, ваш driver license или права вашего штата, Social Security, и если есть сертификат о браке. Это документы, которые очень важны. Дальше, если вы имеете иммиграционные документы от иммиграционной службы USCIS, мы просим принести все письма, которые вы получали, любые реситы по вашему делу, письма от ICE, если полиция остановила, например, и арестовала человека, например, трак-драйвера, бывают такие случаи, или с иммиграционного корта также, копии всех форм, которые вы заполняли. Даже если это заполнял какой-то вам переводчик, папа, мама, там, брат, сестра, друг, пожалуйста, обязательно возьмите эту копию или пришлите по факсу нам, или пришлите по имейлу. Нам нужно до консультации видеть копии тех форм, кто и что вам заполнил. Также есть иммиграционные скорта-нотисы, например, на первое слушание Master Hearing или Individual Hearing, возьмите это с собой. Если вы подписали Volunteer Deportation документы, например, вчера клиент позвонил, который сказал, я был остановленный полицией ICE, и мне посадили в removal proceeding, в депортацию, переводчика не было, мне офицер принес документ, я подписал, не знаю, что подписал, помогите мне. Я попросил, чтобы он прислал копии документов, я увидел там 3 части документов по 58 страниц. И я увидел, что он подписал volunteer deportation, то есть добровольную депортацию, но так как он был замешан в некоторых вещах, то Америка попросила его остаться, и пробона attorney, который представлял его, это человек с Узбекистана, она дала ему аппликацию Stay of Removal, которая разрешает ему оставаться 1 год
после даже подписи этого документа добровольного уезда или вылета из страны, но дальше, если он является виктимом или, как правильно сказать, жертвой какого-то бандитского участия или жертвой любых разборок, он может подавать вместе с нашей фирмой адвокатской на визу виза, которая через 3 года может привести к грин-карте. Да, но очень, очень важно, вот это очень важный момент. Следующий вопрос я бы хотел задать, к сожалению, у нас времени не так много, я буду некоторые вопросы, значит, исключать, то самый важный вопрос. Вот сколько в среднем стоит посещение адвоката на интервью по убежищу, и есть ли вообще от этого польза? Стивен. So, Stephen, the question is about asylum interview, how much you charge per interview and what is the value and from present of attorney on interview. Well, I'm going to answer the second part first. Я отвечу сначала вторую часть первой. Actually, at the interview, the attorney does not speak much. Да, адвокат немного говорит на интервью. Because the interview is directed right at the client. Потому что человек, который интервьюирует, или иммиграционный офицер, он правильно смотрит на человека, задает вопросы прямо в лицо того человека, который на интервью присутствует. The interviewers are very skilled. Человек, который проводит интервью, он очень образованный. And they are able to go through your declaration to pull out every possible area where you may not have told the truth. И он проходит по вашей декларации, это по-английски официальный легальный язык, а по-русски по вашей истории, и он находит все детали, чтобы пойти потом против вас. So we spend a lot of our time preparing the client for the interview. Поэтому мы в нашем офисе примерно 2-2,5 часа тратим для того, чтобы приготовить клиента или семью к интервью. In terms of style, how you present yourself, how you answer the question. Стиль, как вы должны отвечать на интервью, как себя представлять. And also the facts to emphasize. И факты, которые вы должны показать для офицера, которые важные факты вашей истории. Because I have to make a legal argument. Потому что я должен сделать легальный аргумент в конце вашей презентации или интервью. To say why the client applies for, why asylum applies to the client. И почему закон об убежище можно применить к этому клиенту? It's not uncommon for an interview to last 3 hours. Да, иногда интервью будет 3 часа. And so, I mean, my billing is going to reflect that. So, you know, поэтому наш биллинг департмент хорошо работает, и на основании этого есть и цифра. And so, but when we talk about an asylum preparation, но когда мы говорим о приготовлении, значит, интервью на убежище, there is so much work that Vitaly does and that Alla does. Да, мы много работаем со мной и с Аллой. It's not uncommon for us to do a Freedom of Information Act request, a FOIA request. Да, также иногда, когда человек, например, сам прошел на интервью, и потом нужно передать кейс, мы делаем специально Freedom of Act request. Мы заказываем все его вопросы и ответы предыдущего интервью до нового интервью. На диске мы получаем. Because the interviewers have everything. Потому что тот человек, который проводил интервью иммиграционный, он имеет все. They have your VK profile. Они проверяют ваш VK профайл, Facebook профайл. It's all there. И вы все там показываете за себя. То есть, когда вы приходите, вас все уже знают. Да, когда вы приходили на интервью, правильно, офицер уже проверил все и знает о вас. Да. And so they want to know if you're telling the truth. И они хотят знать, говорите ли вы правду на интервью. And so we make sure that the process is a very strong presentation. Да, поэтому мы приготовляем, чтобы процесс интервью был очень сильным, как презентация человека. And the value is this: if you go with no advocate, и цена, мы хотим об этом поговорить, если вы не имеете вообще человека, который ходатайствует за вас, это есть смысл слова адвокат. You have a 98% chance of being denied. И вы имеете 98% все-навсего, что вы получите denied или referral to court, направление в суд. With an advocate, it's about 41%. С адвокатом вы имеете 41% того, что вы получите успешный исход. And if you are referred to the court, если вы будете направлены на суд, and you have no advocate, и вы не имеете адвоката,
they may accelerate your proceeding. И они могут ускорить, это называется no waiver, они просто попросят, чтобы подписали документ, чтобы вы через 3-4 недели оставили Америку. Да, и все. Ну, сколько в среднем получается? Вот это можно сказать, да? Или... So, can you say the average price? The average price for asylum? For asylum interview. For asylum interview. So we have to separate asylum interview only and preparation, or to take a whole case. Yeah, you know, I mean, it depends. It depends. It depends on the case. Опять же, зависит, если у вас 10 детей в кейсе, или вы идете один. Цена разная. No case comes through the door, you know, this is my first, I've just arrived at the port of entry, I want asylum. We never see that. Да, мы уже не видим этого, потому что у нас президент отменил это, когда человек просто приезжает или прилетает в аэропорт, например, Ситак или Портленд, и мгновенно просит убежище. Это уже не работает. Instead, we see, I came on a B2 visa, I came on a J1 visa, this is my second time in the country, this is my third time in the country. There's all these, in some cases, we've had people who have already been through the interview process. We've had filings that were done, sometimes crafted by non-lawyers that have been disasters. And so it depends on how much repair work we have to do as to what we're going to charge. Да, большинство к нам обращаются клиенты, которые приехали, например, по J1 визе студенты, B2, это визиторы, которые, да, приехали, или, например, F1, они уже потеряли, они не учатся, I2 не потеряли, они решили остаться, и тогда к нам обращаются. Поэтому в зависимости от того, что сколько времени нужно сделать. Обыкновенно легальный кейс на asylum делаются от 30 до 45 часов легальной работы. Если хороший кейс. И примерно выходит, я вам так скажу, эта ручка у меня коротенькая, вот кейс вот такой толщины у нас. Если нужно, я фотографию покажу. Да, если вот сейчас кто нас видит, да, это... Если вот такой примерно кейс выходит толщины, чтобы послать. Если вы возьмете вот указательный палец и, как это называется, да, и вот второй палец, вот так вот возьмете, получается вот такой вот кейс. Понимаете, то есть это много работы. Да, поэтому если человек, например, подал сам мы говорим с нотариусом или переводчиком, который даже не поставил свое имя в форму 589, не подписался, пришел к нам, дает нам одну страничку истории, саму форму и говорит, я уже подал, вот уже denied мне, но я еще нахожусь год в легальном статусе, пожалуйста, переподайте кейс. То мы всегда говорим, здесь repair по-английски, да, переделать кейс намного сложнее, нежели по-новому делать. Друзья, вот вы чувствуете, что у нас очень-очень серьезные адвокаты. У нас, во-первых, доктор Стивен Педжин, который займется очень внимательно вашим кейсом. Виталий будет вам помогать на украинском, на русском языке. То есть мы с вами имеем дело с очень серьезной адвокатской конторой. Вы можете смело обращаться по номеру телефона. Это 425-347-7513. 425-347-7513. У нас практически нет никакого времени уже, но вот быстро, буквально да, нет, вот такие есть вопросы. Например, могут ли отказать в гражданстве, если во время беременности воспользовался услугами Medicare? Да, могут, но нам удивительно, мы пока еще не имели человека, который 69 лет был и беременный. Можно ли заключить брак с держателем грин-карт человека с другой страны? Да, можно, но никаких бенефитов это не ведет, потому что нужно возвращаться в свою страну и оттуда через консульство подавать на петицию. Можно ли участвовать в лотерее грин-карт, если человек находится в Соединенных Штатах в ожидании интервью по убежищу? Хороший вопрос, потому что многие задают нам этот вопрос. Люди, которые просрочили I-94 или находятся, например, в нелегальном статусе, они могут всегда подавать, но нужно возвращаться в консульство своей страны и оттуда подавать на грин-карту и проходить. Поэтому мы говорим только тем, кто, например, продолжил визу B2 дважды и находится в стране 1,5 года и получил лотерею, тот может оставаться. Только в легальном статусе I-94 он может не уезжать с страны, а здесь подавать на adjustment форму I-90. Существует ли какая-то статистика, почему или вот по каким, например, причинам заявители получают отказ в получении убежища в Соединенных Штатах?
Да, конечно, если они украли конфету, были очень голодные, или соду взяли на $1 из заправки, я всегда говорю нашим клиентам, не делайте криминала. Любой криминал – это бар на то, что вам откажут, и ваш кейс направлен будет на депортацию. Это первое. Второе, недостаточно credibility, а если это субъективный страх, но не объективный в вашем кейсе, потому что нужно, чтобы в вашем кейсе был страх перед жизнью. Не то, что страх перед жизнью вашей собачки, там, котика, рыбки, вашего попугая, это не работает. Дискриминация в вашей стране не работает. Нужно конкретно доказать, что вы боитесь возвращаться в свою страну по причинам, указанным в вашей истории. Когда заявителю может быть предоставлено политическое убежище в Соединенных Штатах, сколько вообще ждать? Люди, которые ждут очень много, а вот реально сколько это Хороший вопрос, потому что люди, которые подают сами, мы называем соло таких людей, в нашем штате Вашингтон сейчас, так как он самый перезагруженный, люди ждут до 4 лет. Если человек подает сам без адвоката, у него есть возможность в течение 42 дней подать на кейс, провалить его и пойти на суд или уехать домой. Поэтому мы не рекомендуем сейчас, потому что в среднем уровень сейчас прохождения кейсов все-навсего 26% положительных в стране, из них только 3%, которые проходят без адвоката. Вау, вот такая статистика. Эта статистика не наша, это статистика Вашингтон, Д.С., обоих директоров из Asylum Office, с которыми мы имели в ноябре презентацию. Да, очень удивительно. Я думаю, что об этом надо будет даже написать статью. Я думаю, что мы с вами еще встретимся не один раз. Дорогие друзья, увы, наше время закончилось, мы даже забежали вперед. И я сейчас с удовольствием сообщу еще раз номер телефона, по которому вы можете узнать все подробности и записаться на интервью, на appointment и принести необходимые документы. Да, правильно. Номер телефона 425-347-7513. 425-347-7513. Я повторяю, что мы с вами имеем дело с очень серьезными адвокатами, которые помогут вам, реально помогут вам в любой ситуации. По всем иммиграционным вопросам, пожалуйста, обращайтесь, и вы получите квалифицированную помощь, квалифицированный ответ. Обращайтесь к Стивену, доктору Стивену Педжон и Виталий. Алла говорит по-русски. 425-347-7513. И сайт на нашем на русском языке. И для всех, кто желает иммигрировать, у нас есть анкета на русском языке. И я всегда отвечаю через имейл. Минимум 3 имейла вам посылаю после анкеты. Спасибо большое, спасибо, доктор Стивен Педжон, Виталий, за очень интересный эфир. Великолепная программа. Спасибо большое. Спасибо большое. You are listening to KXET 1130 AM, Stereo, Mount Angel, Oregon, Radio Slavic Family. Зима для того и создана в белых тонах, чтобы начинать свою жизнь с белого листа. Первая зимняя. Slavic Family. Пострадали на работе? Звоните 503-760-07-78. Клиника Pacific Chiropractic. 503-760-07-78. Внимание! Редакция медиахолдинга Славик Фэмили не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. You are listening to KXET 1130 AM, Stereo, Mount Angel, Oregon.